Сокрушительные поражения МЮ и Баварии. Томасу Тухелю нужен Араухо. Астон Вилла на верхушке АПЛ. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать, что у меня есть группа ВКонтакте и Телеграм-канал, в которых выходят актуальные новости из мира футбола. Ссылки на них вы сможете найти в описании к этому ролику. Наставник Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг подтвердил, что его клуб обсуждает новые контракты с защитниками Виктором Линделёфом и Аароном Ван-Бисакой, полузащитником Ганнибалом Межбри и нападающим Антони Марсиалем. Все четверо уже вступили в заключительный год по своим действующим контрактам. Правда, по каждому из них Юнайтед принадлежит опция продления на 12 месяцев. Поэтому в данный момент руководство Юнайтед решает, есть ли у 29-летнего Линделёфа, 26-летнего Ван-Бисаки, 20-летнего Межбри и 28-летнего Марсиаля будущее в клубе. Абсолютно, мы держим это в уме, мы обсуждаем это, и когда у нас будут новости, мы объявим об этом. Также мы должны принять окончательное решение по Регилону, но в этом также участвует Тоттенхэм. Цитирует Тен Хага The Athletic. Накануне главный тренер Баварии Томас Тухель позвонил защитнику Барселоны Рональду Араухо и пытался уговорить футболиста на то, чтобы он перешел в мюнхенский клуб. Об этом сообщает Sky Sport Germany. По информации источника, в этом телефонном разговоре также принимал участие спортивный директор мюнхенцев Кристоф Фройнд. Тухель говорил уругвайскому защитнику, что он нуждается в его игровых качествах и заинтересован в том, чтобы он присоединился к Баварии уже грядущей зимой. Однако немецкий специалист подчеркнул, что вариант с подписанием Араухо летом также является приемлемым вариантом. Подтвердились худшие опасения относительно травмы Ансу Фати. Футболист вернется в строй лишь через несколько месяцев. В конце летнего трансферного окна воспитанник Барселоны решил взяться за восстановление своей формы в АПЛ. Наставник чаек Роберто де Зерби постепенно вводил его в игру. 21-летний футболист принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился 4 голами и сделал одну результативную передачу. Но, к сожалению, этот счетчик остановился на долгое время. Во время одной из пресс-конференций Де Зерби заявил, что Фати не будет в составе до начала весны. Информация, которую я недавно получил о состоянии здоровья Фати, указывает на то, что ему необходимо 3 месяца реабилитации. Это плохая новость. Он играл все лучше и лучше и очень хорошо понимал нашу философию. Мне еще больше жаль, потому что это большая потеря для команды, заявил специалист. Вчера прошел матч 16-го тура АПЛ, в котором встречались МЮ и Борнмут. В самом начале встречи, на 5-й минуте, Доминик Соланке открыл счет в матче, выведя Борнмут вперед. Во второй половине, на 68-й минуте, Филипп Биллинг удвоил преимущество гостей. Вскоре, на 73-й минуте, Маркос Сенеси сделал счет разгромным. Гол Сенеси так и остался последним в данной встрече. Манчестер Юнайтед был разгромлен со счетом 3-0. Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что каталонский клуб намерен оставить в команде защитника Жуау Канселу и нападающего Жуау Феликса после того, как в конце текущего сезона истекут их соглашения об аренде. Канселу и Феликс играют на высоком уровне с тех пор, как присоединились к нам. Клуб сможет сохранить их на ближайшие сезоны. Мы планируем начать переговоры по этим игрокам в ближайшее время, ведь у нас хорошие отношения как с Ман-Сити, так и с Атлетико, сказал Лапорта. Туринский Ювентус примет окончательное решение о судьбе полузащитника Поля Погба только после того, как дисквалификацию футболиста официально подтвердят, сообщает La Gazzetta dello Sport. Источник сообщает, что клуб разорвет контракт с Погба.
Но туринцы готовы отказаться от своего решения, если дисквалификация поля будет составлять всего несколько месяцев, что маловероятно. В 14-м туре Бундеслиги Бавария в гостях была разгромлена Айнтрахтом 1-5. На 12-й минуте счет в матче открыл Омар Мармуш. Эрик Дина Эбимбе забил на 31-й, а на 36-й третий гол хозяев забил Уго Ларсон. На 44-й Йозуа Кимих отыграл один мяч. На 50-й Дина Эбимбе сделал дубль. На 60-й забил Ансгар Кнауф. Команда Томаса Тухеля проиграла впервые в этом сезоне в Бундеслиге, после 10 побед и 2 ничьих. Во всех турнирах это третье поражение. Ранее проиграли Лейпцигу в матче за Суперкубок Германии и Саарбрюкену в Кубке Германии. Восстановление нападающего мадридского Реала Винисиуса Жуниора проходит в более ускоренном режиме, чем прогнозировалось изначально. В связи с этим существует вероятность того, что он сможет принять участие в Суперкубке Испании, первый матч которого состоится 10 января 2024 года. Об этом сообщает журналист Марио Картегана. Хави заявил, что Барселона не будет приобретать голкипера на замену Марк-Андре Тер Штегену. Подписание замены для Тер Штегена? Нет, мы не будем этого делать. Мы уверены в имеющихся футболистах, а Иньяки Пенья играет на очень высоком уровне. Мы также верим, что Тер Штеген скоро вернется. Приводят слова Хави Mundo Deportivo. В данный момент голкипер восстанавливается после операции. Карло Анчелотти ответил на вопрос о своем будущем в клубе и о возможном переходе нападающего ПСЖ Кильяна Мбаппе в 2024 году. «Я не буду комментировать информацию по Мбаппе о том, что будет происходить в клубе. То же самое касается моего будущего», приводит слова Анчелотти Фабрицио Романо в соцсетях. В матче 16-го тура АПЛ встречались Астон Вилла и Арсенал. Команды играли на стадионе Вилла Парк в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступал Джаред Джилет. Уже на 7-й минуте матча хозяева вышли вперед. Голом с передачи Леона Бейли отметился Джон МакГinn. Это взятие ворот так и осталось единственным в этой игре — 1-0. После 16 туров текущего розыгрыша Премьер-лиги Астон Вилла набрала 35 очков и занимает 3-е место. В свою очередь, Арсенал после аналогичного количества матчей в чемпионате заработал 36 очков и расположился на 2-й строчке.